ту холодную ночь узкий переулок Чикаго был погружен в давящую тишину. Редкий свет фонаря отражался в лужах у старого кафе, где работала официанткой Эмма. Выйдя на задний двор, она неожиданно заметила двух мальчиков, прижавшихся к холодной кирпичной стене. Старший держал младшего за руку, словно единственное, что не давало им исчезнуть в темноте. В их взглядах читались страх и отчаянная надежда. Эмма жила тяжело: съемная комната, долги и бесконечные смены. Но в тот момент она поняла, что не сможет оставить детей на улице. Она укрыла их от холода, накормила и привела к себе, даже не пытаясь найти логичное объяснение своему поступку. Мальчиков звали Майкл и Оливер. После смерти матери они сбежали из интерната, где чувствовали себя забытыми и ненужными. Ее жилье было тесным и неприветливым, но стало для них первым местом безопасности. Между ними постепенно возникло чувство семьи, хрупкое, но настоящее. Эмма работала без отдыха, собирала документы, сталкивалась с недоверием соседей и проверками служб, понимая, что юридически она почти никто, но по сути единственный взрослый, который не отвернулся. Годы шли тяжело, но жизнь медленно выравнивалась. Опека была оформлена, работа сменилась на более стабильную, появилась небольшая квартира с окном и светом по утрам. Майкл рос серьезным и ответственным, Оливер — спокойным и внимательным. Они взрослели, учились и все чаще говорили о будущем, а Эмма молча гордилась ими, не считая себя особенной. Спустя много лет дом снова погрузился в тишину. Эмма привыкла к одиночеству и не ждала перемен. И однажды ранним утром у ее дома раздался звук мощного двигателя. У порога стоял дорогой автомобиль, из которого вышел уверенный мужчина. В нем она узнала того самого мальчика, которого когда-то встретила в темном переулке Чикаго. Эта встреча стала тихим напоминанием о том, что одно бескорыстное решение способно изменить сразу несколько судеб.